Четырехъядерный процессор Intel Celeron 2019 года, SSD-накопитель на 256 ГБ, объем установленной оперативной памяти 12 ГБ DDR4 в двухканальном режиме, интегрированная графика Intel UHD Graphics 600, 13-дюймовый IPS-дисплей с 2К разрешением, полностью алюминиевый корпус и клавиатура с подсветкой. И вот как ты думаешь, сколько может стоить ноутбук с подобными характеристиками от какого-то популярного или известного бренда в сегодняшних реалиях? Судя по нынешнему курсу и в целом по рынку компактных лэптопов, ценники на подобные машины начинаются от 40 тысяч рублей, и такие еще надо поискать. А что если я скажу тебе, что подобный ноутбук возможно купить по цене среднебюджетного смартфона? Если быть точным, то конкретно я 2 месяца назад отдал за такой 23 тысячи рублей, или примерно $300 по нынешнему курсу. Да, это не Asus, не HP, не Acer и даже не Xiaomi. Это ноутбук от компании Chewy, которая уже давно специализируется на производстве недорогих ноутбуков и планшетов. Отзывы в сети об их продукции весьма противоречивы, и изначально у меня были огромные сомнения по поводу покупки этого ноутбука. Но так уж вышло, что под мои задачи, а мне нужен был именно компактный вариант на 12-13 дюймов для работы с офисными приложениями интернета и мультимедиа, за подобную цену в наших магазинах я вообще ничего найти не смог. Вот и решил рискнуть, а заодно и посмотреть, что же из себя представляет этот новый Jimmy Book 13 от Chewy. И забегая далеко вперед, практически к самому концу данного видеоролика, скажу сразу, что я пока не пожалел о своем выборе. Ну а теперь, если тебе стало интересно, то я расскажу обо всем немного подробнее. Итак, свой новый ноутбук я заказал на Алиэкспрессе. Мне его доставили курьерской службой прямо в руки. Он приехал в хорошо упакованной транспортировочной коробке без единой вмятины. Внутри в пенных проставках уложено само устройство, а рядом в отдельной небольшой коробочке поместили неразборный адаптер питания с переходником под евровилку и проводом длиной в 1,5 метра. Интерфейс зарядки здесь проприетарный, и как показала практика, данный лэптоп нельзя подзаряжать посредством USB-C разъема, который расположен рядом, хотя в описании производитель данную опцию заявил, но увы по USB он не заряжается. Ну и раз уж я затронул разъемы, давай сразу расскажу, что еще тут есть. На самом деле их здесь не очень-то и много, и данный момент я бы, наверное, мог записать в небольшой минус. Понятно, что существуют USB-хабы и адаптеры, а также макбуки без единого разъема, но как минимум какую-нибудь разновидность HDMI интерфейса хотелось бы все же иметь на борту. И тем не менее, на левой грани, как я уже успел озвучить, встроен Type-C разъем и гнездо зарядки с индикатором. Во время процесса пополнения энергии он горит красным, а по окончании сменяет свой цвет на синий. На правой стороне корпуса расположили слот для карт памяти формата microSD, стандартный мини-джек 3,5 мм для подключения наушников или гарнитуры, а также интерфейс USB-A версии 3.0, к сожалению без подачи питания. По крайней мере ни один внешний диск у меня с этого разъема не завелся. Как я уже сказал в самом начале, корпус здесь алюминиевый и его приятно держать в руках. Реально даже не верится, что за 20 с небольшим тысяч рублей можно получить такое качество. Сборка просто великолепная, никаких зазоров и щелей в стыках нет. Крышка открывается плавно и фиксируется жестко в любом положении. Максимальный угол раскрытия почти 180 градусов. Конечно, магии Apple тут нет, но быть может это пока ноутбук новый. В любом случае от сборки я реально в восторге, Chewy прям удивили. Габаритные размеры корпуса в сложенном состоянии по длине и ширине составляет 290 на 220 мм при толщине в 14, а весит ноутбук всего 1,3 кг, так что можно сказать, что он довольно легкий. На нижней крышке расположены 4 силиконовых ножки, решетка охлаждения, а у самого основания 2 перфорированные области с динамиками под ними. Последние здесь не сильно громкие, но для просмотра фильма или каких-то роликов вполне подойдут. Боковые торцы текстурированы под винил, а на одном из них, если быть точным, то на правом, расположено физическое колесо управления функциями мультимедиа. Здесь имеется 4 кнопки. Верхняя отвечает за включение и выключение, нижняя за выбор режима работы, можно включить AUX, SPDIF или Bluetooth. В ноутбуке даже имеется возможность небольшого апгрейда. Здесь есть отдельное окно с крышечкой на 2 винтах, открутив которое можно обнаружить пустое место под дополнительный SSD-накопитель формата M2. В принципе, 256 гигабайт мне на первое время хватит, но перспектива увеличения дискового пространства не может не радовать. Диск установили, конечно, не самый быстрый в мире, но работает он неплохо, по крайней мере быстрее, чем обычный хард. Оперативную память, как ты понимаешь, сюда докинуть нельзя, она распаяна на материнской плате, но 12 гигабайт объема в двухканальном режиме, пусть также не самый быстрый, для подобной машины и моих задач будет более чем достаточно.
В ноутбуке установлен клавиатурный блок островного типа без отдельного цифрового модуля. Имеется два уровня яркости подсветки, и клавишей F5 ее можно включить или выключить. Из примечательных функций FN раскладки хотелось бы отметить моментальное включение низкой яркости дисплея, зашитое на F1, а также возможность отключить работу тачпада комбинацией FN плюс Escape. Признаюсь честно, данной опции мне очень не хватает на моем основном рабочем ноутбуке. Постоянно что-то случайно выделяю в процессе монтажа. Если брать в целом, то клавиатура вполне себе годная, но многие в отзывах жалуются на расположение кнопки Power, якобы ее можно перепутать с расположенным рядом Backspace, но на самом деле это уже кто как привык. За все время эксплуатации в процессе набора текста я пока ни разу на нее случайно не попадал. И тем не менее, сама по себе клавиатура жестковатая, очевидно, что механизмы тут стоят самые простые. Как ты, наверное, уже успел заметить, из коробки здесь нет русской раскладки, но буквы в английской смещены ближе к углу, и при желании можно сделать лазерную гравировку кириллицы, чтобы русский алфавит тоже светился. Стоит это примерно от 600 до 800 рублей, и данное решение будет, наверное, самым правильным, несмотря на то, что продавец прислал мне наклейки с буквами. На первое время, может быть, это и сойдет, но нарисовать русский алфавит я все же планирую. Ниже под клавиатурным блоком посередине красуется внушительных размеров тачпад. По крайней мере для таких габаритов лэптопа он довольно большой. Помимо стандартных функций он поддерживает управление жестами. В нижних углах расположены две механические кнопки, а вся его рабочая область сенсорная. Он не люфтит и не шатается, установлен плотно, ровно и без зазоров. Теперь давай поговорим о главном преимуществе этого ноутбука, конечно же об экране. Здесь установлена матрица с диагональю в 13 дюймов и разрешением 2160 на 1440 пикселей. Плотность точек 199 ppi, а частота его обновления 60 Гц. По моим тактильным ощущениям, дисплей прикрыт стеклом. Это, конечно, не точно, но очень похоже на правду. Также здесь не могу не отметить очень тонкие рамки вокруг дисплея. Для такого бюджетного сегмента это большущая редкость. К моему великому сожалению, специальных приборов для замера цветового пространства в моем арсенале нет. Но судя по тестам Passmark Monitor Test, а также AIDA 64, основные параметры экрана здесь весьма хороши. Понятно, что на камеру сложно передать все правильно, но лично для меня есть один маркер, на который я всегда обращаю внимание во время подобного теста. Это отображение красного цвета и его градиента. В недорогих матрицах этот цвет отображается больше в кирпичных тонах, здесь же он яркий и насыщенный, как на смартфоне. Да и в принципе по остальным цветам картина примерно идентичная. Лично на мой непрофессиональный взгляд, дисплей здесь намного сочнее, нежели установлен в моем основном ноутбуке от HP. Смотреть видеоконтент на таком экране одно удовольствие, а ведь это одна из нескольких задач, которые я преследовал покупкой данного лэптопа. В центре верхней рамки дисплея производитель установил веб-камеру, но она здесь исключительно для галочки. Качество изображения с нее не очень хорошее, я бы даже сказал плохое, но за неимением чего-то лучшего для видеозвонков можно воспользоваться и такой. Chewy GMMabook 13 поставляется с предустановленной лицензионной мультиязычной версией Windows 10 Home Edition, что по сути позволяет начать им пользоваться сразу из коробки, без нужды активировать или переустанавливать китайскую операционку, как в случае с теми же лэптопами от Xiaomi. Разумеется, данный ноутбук не игровой и даже не околоигровой. Это обычный офисный вариант, просто очень компактный. Оттого проводить на нем тесты игр я считаю просто бессмысленно. Да и что он сможет потянуть из более-менее популярного? Разве что CSGO, да и то не факт. Но тем не менее, здесь установлен 4-ядерный и 4-поточный процессор Intel Celeron J4115 с тактовой частотой 1,8 ГГц в обычном режиме и 2,5 ГГц в Turbo Boost. Ну а весьма неплохой по цветопередаче экран с 2К разрешением, да и остальное железо в целом дают нам неплохую возможность поработать в том же фотошопе. Разумеется, если редактирование не подразумевает 100 слоев эффектов и цветокоррекции. Лично мне данная машина была нужна по большей части для работы с текстом, написания сценариев, каких-то набросков или редактирования уже готового материала. И самое главное – мобильности. Помимо всего прочего, в каких-то поездках я бы хотел использовать этот ноутбук для просмотра мультимедиа контента. Но признаться, я не ожидал, что он будет способен нормально работать в том же фотошопе. Теперь, пока у меня идет рендер готового видео на основном ноутбуке, на этом я могу по-быстрому сделать превью для нового ролика, а не ждать окончания процесса на основном. Что же касается автономности, то ноутбук в смешанном режиме использования живет чуть больше 5 часов. Под смешанным я понимаю интернет-серфинг, работу с текстом, просмотр роликов на ютубе и другие несложные задачи. Конечно же, под большой нагрузкой аккумулятор будет расходоваться быстрее, но допустим посмотреть подряд пару фильмов в полном метре батарея этого малыша спокойно позволит. Единственный минус по этой части – это время самой зарядки. С 0 до 100% этот процесс занимает около 2,5 часов.
В силу отсутствия на борту разъема RJ45 доступ в интернет обеспечивает только встроенный Wi-Fi модуль. На частоте в 5 ГГц он выдает очень хорошие скорости и, самое главное, не режет исходную от провайдера. Помимо беспроводного интернета в ноутбуке встроен модуль Bluetooth версии 5.0. Беспроводные наушники с ним работают отлично. В своем ролике про Huawei FreeBuds Pro именно с этим ноутбуком я проверял мультиподключение. Также отдельно мне хотелось рассказать про еще одну особенность данного ноутбука. Помимо всех тестов железа, я естественно провел тест на тротлинг. И каково было мое удивление, что температура даже после часа проведенного теста не превысила отметки в 50 градусов, что для меня, если честно, было большой неожиданностью. При всем при этом данный ноутбук настолько тихий, что работу встроенного кулера вообще не слышно. Я сначала было подумал, что здесь стоит пассивное охлаждение, но под нагрузкой, если поднести его к уху, можно услышать, как крутится вентилятор. Но, как я сказал, слышно его только если поднести близко. Короче говоря, ноутбук оказался на редкость тихим и холодным. Ну и подводя некий итог, что могу сказать. Признаться честно, Chewy Jimmy Book 13 меня очень удивил своим качеством. Такого я честно не ожидал. Я думал, что покупаю просто печатную машинку, а в итоге получил отличный аппарат как по железу, так и по качеству сборки, да еще с таким замечательным ярким и сочным 2К экраном. Причем это не какие-то там мои поспешные выводы после распаковки. Я получил этот ноутбук 1,5 месяца назад, и все это время я его тестировал, проверял автономность и периодически на нем работал. Так что проверку под нагрузкой он прошел по полной. Из очевидных минусов отмечу лишь малое количество разъемов, отсутствие зарядки по Type-C, а также довольно долгий процесс пополнения энергией. Во всем остальном же за свои деньги ноутбук просто огонь. Разумеется, что сейчас, спустя пару месяцев, он уже стоит дороже. Свой заказ я делал в сентябре, но быть может на какой-нибудь следующей распродаже его можно будет урвать и дешевле, потому как непосредственно за 300 баксов данный аппарат очень даже хорош. Если остались вопросы, задавай их в комментариях. Ну а у меня на сегодня все, спасибо тебе за просмотр и увидимся с тобой уже в следующих видео. Пока-пока.